Привет! Сегодня будем готовиться к хакатону на блокчейне Тон. Рабочее окружение настроим, к блокчейну подключимся, смарт-контракт зальем, ну и может быть еще мини-эп для Телеграма сделаем. И если вы думаете отложить это видео, подумайте вот о чем. Хакатон уже начался. Результаты объявят 1 июня, время еще есть. Зарегистрироваться нужно до 30 апреля, а код открыть до 17 мая. Призовой фонд у хакатона $2 миллиона, и вам предлагают 4 трека на выбор. Это системы анбординга и игры, это социальные Web3 приложеньки, это DeFi или распределенное финансирование и e-commerce системы. Цель хакатона, понятное дело, популяризация сетитона и поддержка разработчиков. Поэтому по правилам нужно использовать фишки сетитон и Телеграма. А итоговый код должен быть открыт. Но вам разрешается использовать запрещающую лицензию, и это означает, что код-то вас посмотреть смогут, иначе как его будут судить. Но использовать в коммерческих целях его не смогут. Лицензия будет запрещающей. Ну и победители получат не только деньги, но и рекламную поддержку в Телеграме. Я попробую заявиться, хоть и я и не матерый хакатончик. Я из любопытства тапал ноткоины и натапал в итоге не так много, там около 2 миллионов. Также я давно хотел попробовать сделать веб-приложение в Телеграме, или как они их называют, мини-эп, но не было какого-то дополнительного пинка или стимула. Видео будет из 2 частей. Сегодня мы познакомимся как бы с окружением и вот эти вот все кусочки просмотрим, а в следующий раз я уже попробую презентовать какую-то сырую версию, собственно, своей приложеньки. Ну что, погружаемся в то? Для приложения, которое я собрался делать для хакатона, мне понадобятся все части. Мне понадобится бот в Телеграме, потому что, собственно, все работает через ботов в Телеграме. Мне потребуется какой-то бэкэндик. Вот этот бэкэндик я буду делать, скорее всего, на JavaScript. Пока не знаю, какой я буду использовать для этого фреймворк. Ну, наверное, там будет все равно... Ну, то есть, понятное дело, что сам бот, это бот тоже будет на JavaScript. Вот. Но бэкэндик, возможно, я сделаю его на Next.js, а может быть, я сделаю его на чем-то другом. Вот. Понятное дело, что мне нужно будет сделать еще мини-эп, и этот мини-эп будет отдавать, наверное, тоже Next.js, может быть, что-то еще. Вот. И нужно будет подключить туда Ton Connect. Это такая библиотечка, которая позволяет, собственно, соединяться вам с тоном с ваших разных приложений. То есть не обязательно на самом деле с тоном работать из Телеграма. Понятное дело, что это блокчейн. Можно приложения свои делать просто в сети интернет, да, и как-то к этому подключаться с помощью кошельков. Но по, собственно, правилам хакатона нужно обязательно, чтобы у вас это все было с Телеграмом связано. Ну и вот, соответственно, здесь очень много есть полезных разных ссылочек, которые мне прислали в одном сообщении. Я, понятное дело, это все перепощу или дам ссылку на это сообщение, так или иначе. Но здесь, что очень интересно, есть чатики, их довольно много. То есть чатики разработчиков на Тоне, чатики просто про хакатоны. Вон я почти во все вписался. Единственное, что мне не совсем интересно, это работа на сети Тон. И, собственно, китайский чат тоже, я думаю, что они мало что буду там понимать, поэтому на них я не подписывался пока. Вот. Но так или иначе, я думаю, что следует сразу же начать посмотреть на сам сайт хакатона, да, то есть хакатон проводится на сайте DoraHacks, ну и, соответственно, вот он говорит, что осталось 55 дней, так как видео спускается буквально сегодня же, сейчас я это все допишу и выложу, вот, то, соответственно, у вас тоже будет примерно 55-54 дня, чтобы все это сделать, вот. Соответственно, это то, что вам нужно будет сделать, чтобы ваш проект засабмитить, то есть здесь кнопочка, вы по большому счету просто создаете какой-то новый проект, его имя, описание небольшое, и вот это все, что вам нужно будет сделать, чтобы его, собственно, чтобы заявиться, да, то есть вы заявитесь, укажете репозиторий GitHub, и потом уже этот репозиторий откроете, то есть во время движения хакатона, во время того, как хакатон идет, вам не обязательно открывать свой код, вот, но вам просто нужно будет это все указать, вот. Посмотрим, что у нас здесь есть. Понятное дело, тут все на английском, потому что хакатон этот международный. Вот, и, собственно, здесь они все рассказывают про все правила, то, что они, соответственно, и денег потом дадут, и на рекламу. Вот, то есть, ну, почитайте подробнее. Вот расписание, собственно, по большому счету 1 апреля уже все началось, то есть неделю назад всего все началось. Вот, ну и, соответственно, в понедельник уже будут onboarding weeks,
То есть вы успеваете прямо буквально, можно так сказать, хорошо войти. Ну и про треки можно почитать, что конкретно они здесь вам предлагают сделать, как я кратко вам уже про это все рассказал. В общем, если что-то вам интересно будет подробнее узнать, там про призы, да, то есть за первое место дают в номинации $35 тысяч, что довольно неплохая сумма. Вот, ну и по 4 номинациям, по 3 места. Плюс есть другие всякие бонусы у этого всего. Вот, зайдете, почитайте. Про чатик я вам рассказал. Ну и, понятное дело, есть самые разные инструменты. Есть документация обширная. Вот она у меня здесь, эта документация открыта. Мы к ней, конечно же, тоже обратимся. Понятное дело, что мы будем писать код. Для этого нам нужны будут IDE-шки наши любимые, да, то есть понятное дело, что для всего самого любимого всегда есть плагины, это IntelliJ, это EVS Studio Code, как раз таки то, что я использую, и, собственно, даже для Sublime кто-то накатал плагиты для Fancy. Fancy — это один из языков программирования, для которого можно писать смарт-контракты для тона, и NeoVim тоже есть для красноглазиков. Вот. Ну, я использую Visual Studio Code, поэтому, собственно, для него плагины мне и нужно устанавливать. На самом деле я их уже установил. Здесь есть плагин для Fancy, который они, собственно, предлагают установить. Это вот он есть, он у меня уже установлен. Чтобы писать смарт-контракты на этом языке, язык похож чем-то на C, но на самом деле смарт-контракты пишут обычно на языке Takt. Вот, Takt — это более такой высокоуровневый язык. Я вот нашел вот этот вот какой-то плагинчик, собственно, его тоже установил. Там есть вся подсветка, все, что нужно есть. И штука в том, что, как получается, на блокчейне Tone на самом деле 3 языка программирования, и они как бы по уровням расположены. То есть, получается, у вас есть язык самый низкоуровневый, это язык Fifth. Это практически байт-код, там нужно практически в байт-коде писать все. Потом написали язычок FunC, это как бы C-подобный язык, который уже компилируется вот в этот вот Fifth, да, а потом еще поднапряглись и сделали Takt. Это более высокоуровневый язык, который билдится в язык FunC, а FunC уже компилируется потом в байт-код, и этот байт-код там уже дальше работает собственно, на блокчейне. Вот, поэтому я думаю, что на FunC писать вы, конечно же, не будете, но вот на языке Takt что-то пописать потребуется. Понятное дело, что для того, чтобы сделать мини-эп в Телеграме, как того требует, собственно, Hackathon, нам нужен будет бот. То есть все в Телеграме основано на ботах. И на самом деле своего нового бота я уже создал. То есть если вы не знаете, как создавать бота, вы идете в бота, который называется BotFather. Вот, делаете команду «Новый бот». Он задает вам вопрос, вы выбираете имя для бота, да, и потом вы выбираете подходящий хендлер для бота. Видите, у меня не получалось даже с первого раза это угадать. Потом он, собственно, дает вам токен, который вам потом понадобится. И, собственно, после этого, можно сказать, сделать новое приложение. И новое приложение он предложит вам выбрать, к какому боту ваше приложение привязать. То есть вы выбираете того бота, который вам уже привязан. Потом он опять-таки говорит, заголовок нужно, значит, какое-то описание. Он просит туда картинку. Я картинку, которая у меня была под рукой, ему залил. И, соответственно, дальше он просит web app URL, вот, которого у меня пока нет. Но на самом деле я думаю, что я буду использовать GitHub Pages, потому что GitHub Pages дает вам HTTPS URL. Вот, и локально, я думал, локально его использовать через ngrok. Ngrok — это такой туннель, который как бы позволяет ваш локальный адрес пробросить в интернет, но HTTPS ngrok дает только за денежку, и я решил от этого отказаться. Ну, в общем, когда здесь будет URL, это все начнет работать. То есть теоретически я могу даже сделать вот так. А что такое? HTTPS, могу сказать, Senior Software Vlogger.com. Вот. И все. И теперь нужно сказать, какое там должно будет приложение. То есть он, видите, говорит, что будет вот этот вот кусочек
будет адресом как бы вашего приложения, можно просто сказать app. И, соответственно, теперь у нас есть вот такое приложение, которое в Телеграме загружается. И пока, понятное дело, открывается мой сайт, но в том-то и штука, что все вот эти мини-apps — это, по сути, веб-приложения, которые вы пишете на том, на чем вы пишете, на Ruby on Rails, на Node.js, на Next.js или на чем угодно вы его пишете. Хоть это может быть просто даже статическая HTML страничка, которая лежит у вас там где-то в интернете, вот, поэтому так вот оно примерно и работает. То есть теперь бот и приложение у нас уже как бы, ну вот, не полностью, да, а вот как бы кусочки эти сделаны, и можно переходить на самом деле к самому интересному. Самое интересное — это, понятное дело, блокчейн. Для чего мы, собственно, здесь все и собрались. Но просто так использовать блокчейн у нас не получится. Нам нужно будет использовать кошелечек. И на самом деле кошелечек, который есть, понятное дело, у нас у всех в Телеграме, вот этот вот прям встроенный кошелечек, он не подойдет, потому что этот кошелечек так называемый custodial кошелечек, то есть он управляется кем-то, он управляется не вами, и вы для него не сможете получить, как сказать, его доступ к нему. Вы не сможете, короче, им управлять. Этих функций в нем нет. Если я ошибаюсь, пожалуйста, вы меня исправьте, но тем не менее этот кошелечек замечательный, очень хороший для того, чтобы вот прямо через Telegram денежки куда-то гонять, что-то покупать. Просто зашел в бота, стартанул, он заработал, можно принимать деньги, можно деньги закинуть там с карточки, еще чего-то. Для, скажем так, нормис, для обычных людей это вообще просто идеальный вариант. Но мы не нормис, мы программисты. Вот, поэтому нам потребуется другой кошелечек. И другой кошелечек нам нужно будет выбрать. И мы выбирать будем ToneKeeper. Есть разные кошелечки. ToneKeeper, конечно же. Вот. Есть разные кошелечки, но рекомендуется использовать этот. Есть клиенты для десктопа, для мобилки и для iOS и для Android. Но штука в чем? С десктоповым клиентом не получится работать. Вот это один из тех косячков, которые я собрал. То есть поэтому вам нужен будет мобилка. Штука в том, что вам нужно будет сканировать QR-коды для того, чтобы связать ваш кошелек, собственно, со смарт-контрактом. И отлично Java, самое время, чтобы обновиться. Вот, и, соответственно, там есть как бы активационная ссылка, но если на нее перейти, открывается в ToneKeeper страничка с кнопкой «Связать», и оно не работает. То есть эта кнопка не работает. Я попробовал. Лучших результатов я достиг, собственно, с iPhone клиентом. Но штука опять в том, что iPhone клиент и Android клиент, они немножко разный UI имеют, и это будет понятно буквально скоро. Я пока... Вот, соответственно, такое вы примерно увидите. Здесь нужно будет создать новый кошелек, нужно будет выбрать PIN. Допустим, мы включим уведомления. Вот, и он, соответственно, создал кошелек. Но этот кошелек, интересно, как он его создал. Окей. Он его создал, но не дал мне, собственно, секретный ключ. Вот это вот мне нужно было получить. Запишите эти слова. Ну, допустим, я их сохранил. И проверить. Вот, мы подключили кошелек, но этого недостаточно. Теперь нужно зайти в настройки. Вот, и на вот эту вот иконку, которая ToneKeeper, на нее надо нажать, рьяно начать долбить, и тогда откроется секретное меню, смотрите. О, видите? И он уже у меня переключен в режиме разработчика, но вот эта галочка будет погашена, ее надо будет включить. И, соответственно, после этого мы перейдем, и можно будет создать новый кошелек. Это очень важно. Нам нужно будет добавить кошелек на аккаунт в testnet. Вот. Но, соответственно, нам нужно будет сейчас переписать все те же самые слова, которые у нас там были.
Вот, теперь он создался. Вот написано testnet, да, и, соответственно, теперь с ним можно работать. Но следующий шаг, видите, что тонкоинов у нас нет, а за все транзакции на блокчейне приходится платить. Так как это тестнет, эти тонкоины можно туда легко начислить. Вот. И для этого существует так называемый testnet faucet, то есть такой кран, через который можно, собственно, начислять. Вот, можно начислять монетки. И можно сказать get. Так, он здесь, соответственно, попросит нас ввести такую сложную капчу, типа 6F 0DAE. Да, и теперь нам нужно будет ввести адрес кошелька. Ну вот здесь я кликну, здесь скопирую мой адрес. И он сказал, окей, 5 тонов он нам начислит, и некоторое время нужно будет подождать, пока эти 5 тонн ко мне не упадут. Понятное дело, что на блокчейне оно все майнится, да, и еще один момент, что тестнет, ну, все-таки медленнее, чем mainnet, вот, то есть там транзакции проходят бесплатно, соответственно, верификаторов этих транзакций как бы, наверное, поменьше, вот, но наконец-то 5 тонн коинов мне упало, теперь можно, собственно, заниматься самим программированием. Теперь, что мы будем писать? Мы напишем довольно простой смарт-контракт, который, в принципе, вы можете посмотреть мое видео, написать его со мной вместе. Можете его написать по документации, то есть это один из таких простых примеров, он называется счетчик. То есть, по большому счету, на смарт-контракте будет храниться текущее значение счетчика, и, соответственно, можно будет отправить запрос на блокчейн, чтобы этот счетчик инкрементировать. То есть, это на самом деле показывает суть смарт-контракта довольно хорошо, в том плане, что смарт-контракт это по большому счету, с одной стороны, это программа, которая на блокчейне находится, с другой стороны, с ней связан какой-то стейт, который она хранит, то есть состояние какое-то, и она точно так же, то есть, ну, это как не то чтобы даже программа, я бы даже сказал, это такой некоторый микросервис, что ли, да, то есть получается, что у него есть некоторые точки, которые он принимает, то есть какие-то запросы он умеет принимать, и это все описано, и ничего кроме этих запросов он не принимает, и точно так же у него есть какие-то данные, которые он возвращает, и, соответственно, тоже ничего кроме вот того, что вы определите, он возвращать не может, да, поэтому, как говорится, цена ошибки на блокчейне очень высока, то есть если вы что-то напишете не так, то у вас либо все смогут увести с вашего смарт-контракта, потому что все смарт-контракты, они же открытые, то есть они лежат на блокчейне, блокчейн весь открытый, его весь можно прочитать, что там лежит. И точно так же, если вы допустите какую-то ошибку и, соответственно, не сможете, допустим, получать какую-то информацию, которая вам нужна, то, ну, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Но, тем не менее, бояться этого не стоит, опять-таки, так как мы работаем на данный момент на тестнете, то есть, по крайней мере, изучать эту технологию, что-то пробовать сделать, это все совершенно бесплатно. То есть, тестнет, вы видели, как я легко себе начислил 5 тонов через этот кран монеток, да, и, соответственно, за все транзакции я буду платить этими виртуальными монетками, а ни в коем случае не реальными. То есть, реальными монетками нужно будет платить только тогда, когда мы уже запустим нашу версию в продакшн, и вот в продакшене где-то она будет работать. Ну и, соответственно, как я сказал, у тестнета есть ограничение, то, что он медленный. Вот. Ну, что ж поделаешь. Такова жизнь. Окей. Для того, чтобы нам начать разрабатывать на языке такт, здесь на самом деле ребята уже придумали даже целый фреймворк. Он называется Blueprint. Я его сейчас здесь попробую найти. Ну окей, давайте на GitHub откроем. Фреймворк, видите, последний коммит буквально 2 недели назад был. Он просто позволяет вам гораздо более удобно, то есть он это такой дает вам boilerplate для того, чтобы ваши смарт-контракты на языке такт писать и деплоить, и как-то с ними взаимодействовать. Вот. Чтобы, соответственно, нам сделать демо-приложение, можно просто сказать npm create и использовать какой-то шаблон. Да, create, давайте, собственно, этим и займемся.
Вот мы, соответственно, здесь сделаем npm create tone latest. Он спросит, какой у нас, как он будет называться проект. Мы скажем example. Или давайте сделаем counter. Вот. Он скажет, как будет называться наш контракт. Мы скажем счетчик. И на самом деле он, видите, даже как делает. То есть он может даже сгенерировать наш вот этот счетчик из шаблона, но я генерировать его из шаблона не буду. Я как бы по шагам его напишу, чтобы что-то объяснить, да, чтобы как-то код появлялся у вас перед глазами, тоже мы вместе его писали. Поэтому я скажу, давайте сделаем пустой такт-контракт. И, соответственно, он за меня все сделает, сейчас установит все зависимости и все настроит. Окей, теперь он мне предлагает, видите, перейти, собственно, в counter. Его можно попробовать сбилдить, проект, но он пустой. Я даже не знаю, что там сбилдится. Что-то даже сбилдилось. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что там у нас появилось. Значит, структура проекта следующая, да, то есть он предлагает вам складывать контракты в папочку Contracts, и здесь есть импорты некоторые, которые нас не интересуют, а он их, собственно, уже сразу же подключил и, собственно, создал шаблончик нашего контракта. Видите, счетчик, и как бы он унаследовал поведение из deployable, то есть этот контракт, который можно задеплоить, то есть там некоторые вот эти вот функции деплоя, они уже за нас реализованы. И, ну и, соответственно, в нашем контракте есть функция инициализатор, которая, ну, собственно, инициализирует наш контракт, да, то есть, да, вот, но это типа как конструктор класса, можно, наверное, так понимать. Дальше у нас есть некоторые скрипты, и вот, соответственно, он нам даже по умолчанию создал скрипт, который деплоит этот наш каунтер, да. Но штука в том, что, как бы я как сказал, тестнет медленный, поэтому этот код мне хочется немножко исправить, уже исходя из того, сколько я времени потратил перед этим, как я сказал, в первый раз пробовал все это записывать. Но давайте сперва пройдем, посмотрим, что у нас здесь написано. Для начала мы импортируем функцию toNano или toNano из core библиотеки, и, собственно, она нам позволяет переводить значение монетки тон из привычной нам, да, человеческого восприятия в длинную такую число, которое как бы в нанотокенах этих считает. И вот, соответственно, это такая функция для удобства. То есть мы теоретически здесь могли бы просто написать строчку, как она есть числом, но удобнее просто сделать toNano, да. Вот. Дальше у нас есть какой-то wrapper counter, то есть я на самом деле не супер профессионал, да, но тем не менее, то есть здесь есть какие-то дополнительные штуки, которые за нас уже сгенерированы. Ну что ж, и если мне будет интересно, я туда загляну и посмотрю, но я знаю, что мне пока не надо туда идти. Вот. Ну и дальше как бы у нас здесь есть Network Provider, то есть это, собственно, провайдер сети, как бы для того, чтобы мы могли, как видите, подключиться собственно, к блокчейну и что-то с ним сделать. Вот. Ну и, соответственно, видите, что мы открываем вот наш счетчик, наш смарт-контракт на провайдере. Провайдере, видите, он будет в нам инжектирован, то есть мы его даже не конструируем. И штука в том, что я вам покажу потом, как работает Blueprint, почему мы его не конструируем. То есть я напомню, что вот этот вот TypeScript код, это по большому счету вспомогательный код на Blueprint, да, то есть мы же деплоим контракты в блокчейн, ну как будто как мы деплоим наш микросервис куда-либо. Вот, и по большому счету вот это как код на Terraform, если вы хотите такую аналогию использовать, то вот это наш код на TypeScript, он просто вспомогательный, так или иначе. Но все, мы когда задеплоим контракт на блокчейн, он будет там лежать и там работать. Соответственно, этот провайдер будет нам инжектирован, мы получим наш контракт counter, да, и, соответственно, from init, вот, то есть мы инициализируем наш контракт. И, соответственно, мы потом отправим какое-то сообщение на блокчейн, да, и что мы отправим, то есть мы будем использовать какой-то экземпляр, собственно, отправителя из нашего провайдера, да, и первый аргумент у нас здесь есть, это, собственно, value, да,
И во втором у нас идет, третьим, получается, аргументом у нас идет, собственно, message, сообщение, да. И получается, что value мы отправляем какую-то комиссию, которую нам нужно заплатить, собственно, за исполнение вот этой транзакции. И комиссия, получается, в сети тон, это, по-моему, вот этих вот 5 тонн копеечек надо заплатить как минимум. Теоретически вы можете отправить больше. Это вроде бы как позволит вам выполниться вашей транзакции быстрее, и разницу вам сдачу вернут. Это если вы поставите здесь 10 тонн, это не значит, что оно будет 10 тонн тратить. То есть оно сколько-то потратит и разницу вам вернет. Это буквально, наверное, получается максимальное число, которое вы готовы потратить на эту транзакцию. Дальше у нас здесь идет, получается, тип нашего сообщения. Мы говорим deploy, да. Ну и, соответственно, здесь какой-то идентификатор в очереди. Вот это 0. Вот. Ну и вот, ну это такой просто стиль записи, да, через 2 баксика, что мы тип указываем, deploy. Вот. И, соответственно, дальше мы будем ждать wait for deploy, да, и, соответственно, вот у нас будет какой-то адрес, который мы, наверное, получим, и что-то с этим адресом надо будет, наверное, сделать. А что с этим адресом надо будет сделать, я скажу. Его нам надо будет все-таки вывести в консольку, потому что нам этот адрес, после того, как мы его задеплоим, он нам понадобится. Но мы забегаем немножко вперед, самого контракта у нас даже еще пока нету. Давайте наш контракт, собственно, напишем. Вот. И начнем мы вот с чего. Начнем мы с того, что, собственно, с данных, которые наш контракт будет хранить. Наш контракт должен хранить идентификатор. Он будет типа целое число. Вот. И он будет хранить, собственно, сам счетчик. Это тоже будет целое число. Вот, теперь он, видите, начал на нас ругаться. Можно даже посмотреть, от чего он ругается. И он говорит, что ID и counter не установлены. Да? То есть на самом деле нужно вот эти вот все переменные всегда проинициализировать. И их можно проинициализировать вроде как прямо здесь. Вот. Да, он, видите, стал ругаться только на counter. Вот. А можно их проинициализировать в функции init. Но ID-шник мы будем принимать как аргумент. Вот. А, соответственно, и устанавливать его таким образом. А устанавливать его мы будем, соответственно, на себя. Да, есть такое слово self ключевое, которое говорит, что мы к своей внутренней памяти обращаемся и, соответственно, устанавливаем этот ID-шник, который к нам пришел. И дальше у нас есть counter, который мы устанавливаем в 0. То есть, собственно, как нам и предлагает мой GitHub Copilot. Да? Вот. То есть начинать мы будем с нуля. И штука в том, что получается, что как бы если мы задеплоим без идентификатора, насколько я понимаю, то на блокчейне нельзя будет сделать различия между там какой конкретно счетчик ты хочешь вызвать. В общем, нужно сделать здесь ID. Дальше что мы будем делать? Дальше он уже как бы подсказывает, видишь, нам функцию какую-то инкремент можно сделать, но инкремент мы делать не будем. В чем, собственно, суть нашего счетчика? Да? Суть нашего счетчика в том, чтобы он мог прибавлять какие-то значения. И для того, чтобы обозначить, какие сообщения наш смарт-контракт может принимать, нужно использовать функцию, так называемая функция receive. Да? Вот. И, соответственно, то есть он уже начинает здесь умничать external, internal. Это мы не будем говорить об этом сегодня. Сегодня у нас как бы такой вводный урок. Вот. Но мы говорим, что мы получим какое-то сообщение там, и какого-то оно должно будет быть типа. Но мы хотим, чтобы к нашему счетчику можно было прибавлять значения, поэтому логично, что сообщение будет типа add, да? Не address. Но сообщений типа add у нас еще не существует. Он у нас даже как бы на нас ругается. Да? Интересно, если сделать quick fix, сможет ли Copilot нам помочь? Ну как, Google?
Нет, Google, ты все сломал. Discard. Вот, поэтому нам нужно обозначить сообщение. Вот видите, какой приятный язычок. В нем все вот эти вот ключевые слова, которые вам нужны, они уже, собственно, прям вот как язык есть, как конструкции языка есть. Мы говорим, что у нас есть сообщение, оно должно быть типа add, да, и, соответственно, в этом сообщении мы хотим, чтобы у нас там вот, да, был amount какой-то, что конкретно сколько мы будем прибавлять к нашему счетчику. И наш amount, это тоже будет целое число, тоже будет как unsigned int 32-разрядный, да? Но также у нас должен быть идентификатор в очереди, да? И он тоже должен быть интом, но он должен быть интом побольше. Вот. Теперь у нас есть наше понятное сообщение, которое мы будем присылать. Теперь осталось сделать, а что же, собственно, будет происходить после того, как это произошло. И то есть он как бы первое правильно угадал, а дальше он, ну, не то чтобы неправильно угадал, тем не менее я просто не собираюсь ничего эмитить, но да, я хочу сказать, что наш каунтер, к нему нужно прибавить message amount. То есть мы просто берем и прибавляем то, что нам прислали. Но это еще не все. Это позволит нам прибавить к значению нашего контракта, которое какое-то число, но мы также хотим уметь возвращать то, что у нас лежит уже в контракте. Для этого есть функции геттеры, да, и как геттеры объявляются, они объявляются с помощью ключевого слова get. Дальше у нас идет как function, counter, то есть это как значение поля, то есть он уже, да, говорит, что это будет тип int, и возвращать он будет self-counter. Все верно, здесь GitHub Copilot мне помог. Вот, и дальше нам нужно еще, у нас есть одно поле, ID, его тоже нужно возвращать, и, собственно, GitHub Copilot здесь все угадал, что нам нужно сделать. И по большому счету это и весь наш простой контракт. То есть у нас есть наше сообщение, у нас есть наш контракт, у нас есть какая-то инициализация этого контракта, у нас есть, собственно, описание сообщений, которые контракту разрешено получать и обрабатывать, и у нас есть две функции для того, чтобы какие-то данные из контракта можно было вернуть. Теперь теоретически этот контракт можно бы задеплоить. Чего здесь не хватало, я вам уже говорил, да? Теперь по большому счету можно сказать, так как мы задеплоили все, мы можем, но только не get value, а get counter. Что такое? Вот, то есть мы получим первоначальное значение, которое там было. И второе, это нам нужно обязательно получить его идентификатор. То есть не counter address, а просто ID сделаем. Здесь будет counter get ID. Да? Вот. Давайте попробуем его сбилдить сперва и посмотрим, исчезнет оно или не исчезнет. Да, видите, они сбилдились, и теперь они больше не являются ошибками, потому что теперь, собственно, наш такт файл сбилдился, и теперь наша IDE умеет, собственно, видит все эти функции, которые мы написали. Да, counter from init требует у нас, собственно, идентификатора. Но идентификатор нам нужно будет взять рандомный, и поэтому я просто вот из своей заготовочки сделаю здесь генератор такой рандомайзер. Вот. Теперь, по идее, это все должно у нас работать, да? Теперь, по идее, мы должно получиться задеплоить, но я попробую поставить больше здесь, как мне говорили, лучше, чтобы оно быстрее проходило. И теперь попробуем это все задеплоить. Давайте еще раз сбилдим.
мы делаем run. И вот здесь будет, собственно, радость нашего блупринта. Видите, он говорит, на какой, собственно, сети вы хотите это запустить. Мы говорим, что это будет тестнет. Вот. И здесь еще одна готча. Видите, здесь есть вид мнемоник. И вот этот мнемоник не работает. Там есть баг, который, возможно, уже починят к тому моменту, как вы будете смотреть видос. Но на момент записи видоса этот баг не починен. То есть, если пробовать соединиться через мнемоник, я потерял там кучу времени, так и не понял. Я думал, я дурак. А на самом деле там был просто божок. Вот, поэтому мы будем делать через мобильный кошелек, как я вам и говорил в начале. И делается все на самом деле очень просто. Вот он говорит, какой кошелек вы используете. Мы используем ToneKeeper. И видите, для ToneKeeper он сгенерировал нам QR-код. И я теперь тоже опять-таки запущу свое приложение. Вот, соответственно, здесь я делаю сканировать. Сканирую приложение. Говорю подключить кошелек. И видите, что он здесь тоже подключился. На самом деле, то, чего вы не заметили, я ждал, а он не был, транзакция не была подтверждена на моем телефоне. Вот это был такой как бы косячок, то что когда я связал телефон с блокчейном, он сделал подтверждение, но потом он тут же начал делать опять транзакцию, подтверждение. Вот видите, вот, и началось. То есть он ждет, собственно, пока контракт задеплоится. Вот это те самые ошибки, про которые я вам говорил. Но я уже знаю, что это есть не моя проблема, а это проблема тестнета. Поэтому я просто его сделаю run снова. Подтверждаю на телефоне эту транзакцию. И, собственно, ждем. Видите, в прошлый раз он даже не ждал. То есть от этого не появлялось. То есть транзакция не была как бы даже отправлена. Я вижу, что у меня здесь уже тонкоины немножко убавились. И вот мне интересна эта транзакция. Вот, да, вот видите, у нас появился новый, собственно, счетчик. Значение этого счетчика у нас, соответственно, 0. Его можно даже посетить на TonScan. Видите, TonScan нам говорит, что это тестнет. Видите, он активный. И, соответственно, вот у нас есть история, что мы 2 тона зачислили, да, а, соответственно, он нам выдал сдачу. Ну и, собственно, там теперь лежит какой-то наш контракт. Вот. Это вот прям наш контракт. Его можно даже дезассемблировать, посмотреть, какие целые, какие источники, блоки памяти он занимает. Но это, опять-таки, в это мы углубляться сегодня не будем. Окей, контракт у нас задеплоен. Теперь с этим контрактом можно что-то делать, да, то есть то, что мы как бы и чего, собственно, мы и хотели. Так, вот это мы уберем. Вот этот вот контракт нужно адрес запомнить. Я его здесь запишу, потому что мы сейчас будем с ним говорить. Так вот, теперь нам нужно сделать еще один скрипт, который мы назовем инкремент. Да, и, соответственно, мы можем это вот так вот все по большому счету скопировать сюда, потому что очень много из этого мы переиспользуем. Вот, а что мы конкретно переиспользуем, я сейчас вам покажу. То есть, так как мы хотим взаимодействовать с юзер-интерфейсом вот этого блупринта, нам нужно получить на него, собственно, указатель, да, на UI. Дальше нам нужно получить адрес, собственно, с которым мы будем взаимодействовать, да. И штука в том, что, то есть куда мы будем отправлять. И вот он у нас даже не подсказывает, что там будет, но тем не менее. Есть, во-первых, есть у нас тип адрес такой встроенный, да, и мы его можем получить, распарсить либо из аргументов. То есть если у нас аргументы какие-то есть, да, то мы будем считать, что первый аргумент
первый аргумент у нас будет наш адрес. А иначе, если у нас ничего нет, то нам нужно получить из UI инпута наш counter адрес. Давайте я его напишу, чтобы нам на это время не тратить. Но, соответственно, аргументы. Откуда у нас возьмутся аргументы? Да, аргументы у нас берутся вот отсюда. И аргументы — это массив строк. Вот адрес у нас не получен. Он у нас, насколько я знаю, лежит в коре, да? Вот, получается, теперь мы сможем что сделать? Мы сможем получить адрес, куда нам отправлять наш контракт, наше сообщение. И, соответственно, мы можем уже, собственно, к нему попробовать подключиться, да? Но тут, если мы здесь... Я удалил удалил контракт, а он нам нужен. Потому что на самом деле здесь мы сможем сделать следующее. То есть у нас будет наш counter. И вот видите, что нам предлагает дописать Copilot. То есть мы в провайдер открываем контракт, counter с вот этим адресом. Да? То есть теперь у нас есть наш counter. Но что мы делаем? То есть понятное дело, что мы можем отправить туда сообщение и как бы забыть. Но мы хотим отправить сообщение и убедиться, что оно дошло до получателя. Соответственно, мы сделаем значение типа before, да, и получим, собственно, counter и значение каунтера. А после этого мы отправим новое сообщение в наш смарт-контракт. То есть у нас counter send, все так же у нас provider sender, все так же мы отправляем nano, но единственное, что у нас здесь поменяется само сообщение, которое мы отправляем. Если там мы отправляли сообщение deploy, чтобы задеплоить контракт, то здесь нам нужно отправить сообщение add, чтобы, собственно, выполнить вот сообщение, добавить к нашему инкременту значения. И можно даже сделать amount, здесь будет типа единичку будем добавлять. На самом деле можно было бы сделать, наверное, через аргументы, типа второй аргумент можно было бы сделать, сказать, что вот там, да. Но здесь не суть того, как конкретно это можно сделать с интерфейсом, суть в том, что потыкать палочкой в блокчейн, посмотреть, как он барахтаться будет, да. И, соответственно, дальше нам нужно... Вот после этого момента мы как бы уже все, мы отправили значение счетчика в блокчейн, и оно, если оно дойдет, не свалится с ошибкой, то оно посчитается. Но нам интересно же вывести это значение тоже. И вот здесь я хочу вам показать модификацию кода. Это по большому счету это пример, да, который я переписываю, но я его модифицировал. Ну, вот. Здесь мы, получается, говорим, что значение после мы инициализируем, как было значение before, которое мы считали, да, для того, чтобы нам сделать цикл и в этом цикле опрашивать блокчейн. И если значение поменялось, мы, собственно, фиксируем, что наше сообщение точно прошло. И здесь мы говорим, что, собственно, покуда у нас after, да, равно before. Вот, мы здесь можем говорить, да, что типа говорим UI set action prompt, типа попытка номер такая-то. Дальше мы пробуем получить новое значение, потому что вот здесь он может свалиться с тайм-аутом. Как вы видели, он сваливался с тайм-аутом при попытке деплоймента контракта. И, соответственно, мы здесь пишем, да, тайм-аут, но что же? Он, собственно, на самом деле показывает мне код, который я уже когда-то написал. То есть, поэтому тут это весь мой код. Вот, и дальше мы... попыточку, собственно, инкрементируем и ждем 2 секунды. Вот. И по большому счету все. После этого у нас все как бы прошло. Единственное, что нужно за собой почистить и сказать, что great success, мы победили. Теперь нам нужно что сделать? Правильно, нам нужно ребилднуть нашу сборку, потому что мы добавили новый скриптик, и он должен этот скриптик по большому счету всосать. И теперь, если мы сделаем run, вот, видите, появился наш инкремент.
мы делаем инкремент, мы говорим, что это будет testnet, мы говорим, что это будет наш кошелек, и он говорит адрес, да, вот он наш адрес, который, то есть вот это вот пошли аргументы, он спрашивает у нас аргументы. Это наш адрес, он теперь говорит, что нужно подтвердить на мобилке, я его подтверждаю. И вот он ее отправляет, видите, попытка. И, ну, это попытка как бы запроса, да, то есть понятное дело, что это не попытка отправки. То есть отправить мы вот уже отправили. Я тут даже вижу, что он уже прошел. А, нет, еще не прошел, вру, это вот это деплой прошел. Вот сейчас я вижу, что вот время наше вот прошло, и видите, increased successfully, то есть наш счетчик увеличился на единичку. Можно даже попробовать пойти, но единственное, что если мы зайдем в этот сканер, мы здесь увидим наша транзакция, да, вот. Но в контракте в самом мы не увидим наш счетчик, не увидим данные, которые здесь хранятся. По крайней мере, в таком простом виде не увидим. Вот они, может, где-то здесь и есть, но как это считать, я пока не знаю. Вот. Тут видите вот этот вот прямо ассемблер такой, или, не знаю, стековый язык, наверное, это какой-то. Не так важно. Но суть в чем? Вот мы задеплоили контракт, мы обратились к нему и увеличили значение. Теперь у нас по большому счету есть инструментарий, как писать контракты, у нас есть бот, с ботом связано приложение, и по большому счету нам остается только написать всю логику, казалось бы, да, то есть самые вот эти примеры, которые я вам хотел показать, как делаются, они сделаны. Я рассчитываю на то, что вы немножко умеете писать веб-приложение уже, и все остальное для вас уже знакомо. То есть вы можете написать веб-приложение, которое будет отображаться в мини-апе, вы можете написать Telegram-бота, и теперь вы примерно представляете, каким образом отправляются, собственно, все сообщения и выполняются на блокчейне. Вот, а я напоминаю, что во второй части, во втором видео, я уже покажу весь код, который я к тому моменту напишу, то есть это будет приложение, которое я попробую засабмитить на хакатон. У меня может ничего не получиться, но я попробую, вот, как обычно. Я на самом деле был очень рад сидеть и как бы фрустрировать вместо вас, потому что на самом деле вот эти вот моменты, когда, допустим, происходит какая-то вот как вот сваливается вот такая вот ошибка wait for deploy, и ты просто не знаешь, что делать. Либо когда вот здесь я отменил первую попытку деплоя, потому что приложение глюкануло и не прислало мне запрос на подтверждение этой транзакции. Вот, то есть такие моменты, как бы я уже на них потратил гораздо меньше времени во второй раз. Вот. Но, собственно, это ведь работа программиста, да, то есть когда что-то не получается, ты сидишь на попе и пробуешь, где-то пишешь, читаешь, пока не получится. Теперь, когда мы настроили рабочее окружение, я думаю, что вы готовы заявиться на хакатон и, возможно, даже выиграть приз. Несмотря на то, что вы будете де-факто моими конкурентами в этом деле, я желаю вам успеха, потому что я на самом деле хотел бы, чтобы и Telegram развивался, и Тон, чтобы развивался. Мне очень нравится, что этот блокчейн соединен именно с мессенджером, что делает как бы вот этот вот порог вхождения очень-очень низким для простых людей, что на самом деле и нужно для того, чтобы блокчейны развивались как технологии. Вот. А так как в Телеграме уже есть встроенный кошелечек, который, собственно, облегчает пересылку денег и какие-то там, собственно, интегрирует его для вот этих вот всех целей, для покупок и прочих вещей, то мне кажется, что это очень-очень здорово и на самом деле должно иметь большой успех. Но здесь также все зависит от нас с вами, от разработчиков, которые напишут для этого новые какие-то приложения. Вот. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. На самом деле, ребята, я собрал за вас все косячки, неровности, тупил очень жестко. Это может только, и перезаписываю это второй раз, это может показаться, что я так все быстро пролетел, все так круто, и если у вас что-то не получится, вы можете в себе разочароваться. Но на самом деле я просто прошу вас
быть более как бы настойчивым, терпеливым, и все обязательно получится. На видео всегда все просто. В реальной жизни все гораздо тяжелее. Вот и сейчас вот 8:30, и я собираюсь перезаписывать это второй раз.